Задумывались ли вы, что в нашем сознании танец всегда соотносится с красотой? Красотой конвенциональной, понятной человеку нашей культуры. И речь не обязательно идет об изящности балета или чувственных танцах, вроде high heels. Даже в случае с совсем не похожими на них брейком, хип-хопом, джаз-фанком и шафлом никто не сомневается в эстетической ценности этих стилей. Да, разные направления могут нам нравиться или не нравиться, но тут уже другой вопрос. А что, если мы посмотрим на танец, лежащий вне нашей культурно-эстетической системы координат? Какой будет наша первая бессознательная реакция на то, что проще всего определить как странное или чудное? Меняется ли восприятие, когда увиденное объясняют, погружают в историю и контекст? Сегодня мы совершим небольшое путешествие. Побываем в Японии, Англии, Турции, Новой Зеландии, Сенегале, Самоа и познакомимся с некоторыми очень странными танцевальными традициями. Это ни в коем случае не рейтинг, потому что судьи кто? Просто однажды меня заинтересовала эта тема, и я решила поделиться результатами своего исследования с вами. Надеюсь, вам будет так же интересно, как и мне в процессе подготовки. Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма. Давайте начинать. Пропитанная чисто английским юмором фраза «в этой жизни хоть раз надо попробовать все, кроме инцеста и Моррис Дэнс», ярко показывает, каким еще недавно было отношение жителей Туманного Альбиона к этому древнему и странному танцу. Говоря так, англичанин представляет вполне конкретную картинку. Дедули в забавных нарядах и подвязках с бубенчиками подскакивают, машут платочками и скрещивают деревянные палки. Это и правда комично, не поспоришь. Но очевидно, что Моррис Дэнс выглядит именно так не случайно. Было бы самонадеянно со стопроцентной уверенностью говорить о происхождении традиции, так как корни ее теряются в глубине веков. Но есть пара убедительных версий. Согласно одной из них, танец зародился еще в языческие времена и в какой-то момент начал распространяться по Европе. Явные общие черты с Моррис имеет румынский танец калушаров, профессиональных бродячих артистов. Их труппа ездила по деревням, изгоняя своим хореографическим обрядом злых духов, исцеляя больных и упрашивая богов подарить людям плодородный год. В Болгарии похожий танец исполняли на русальную неделю, когда мир, по поверьям, наводняла нечисть. Вторая версия, тоже интересная, отсылает нас к временам крестовых походов и сражений рыцарей с сарацинами. Подобную битву инсценировали в жанре морески, танца мавров. К тем же временам восходит обычай чернить лицо, который сейчас воспринимается крайне болезненно. Любопытно, что морески входили в репертуар комедии дель арте, и им также была свойственна некоторая фривольность. Но вернемся на наш Туманный остров. Культурные контакты с Италией активно развивались в елизаветинские времена. Но первые упоминания о танце Моррис британика связывает с периодом правления Генриха VIII. В XV-XVI веках, когда экзотика была в моде, он исполнялся при дворе, после чего перекочевал в деревню, где и прижился. Но затем Моррис оказался на грани исчезновения. Только в конце XIX века фольклорист Сесил Шарп стал собирать информацию о Моррис и попытался возродить традицию. В 1934 году сформировалась организация Morris Ring, что-то вроде федерации. Только вот никакого официального метода преподавания она не выработала. Зато в течение 84 лет тщательно следила за тем, чтобы танец ни в коем случае не исполняли женщины. При этом иронично, что впервые с возрожденным Сесилом Шарпом Моррис выступили именно девушки, ученицы его подруги Мэри Нил. Положение вещей изменилось совсем недавно, в 2018 году. Чисто женская команда Boss Morris пользуется популярностью в Англии. Их даже приглашали выступить на премии Brit Awards. И кажется, сейчас, когда с религиозными войнами танец уже мало кто ассоциирует, в этом нет ничего плохого. В последние годы во многом благодаря ТикТоку и другим соцсетям интерес к традиции возрос, в том числе и среди молодежи. В разных городах и деревнях формируются свои команды, так называемые стороны, sides. Они выступают на праздниках и фестивалях. Скорее всего, Моррис покажется милой забавой, когда вы увидите шведский бьорнданс, медвежий танец. Узнав, что эта традиция восходит к языческим временам, вы, наверное, представите могучих викингов, совершающих таинственный ритуал перед началом охоты. И будете до крайности удивлены, увидев это. Комментировать, конечно, только портить, но все-таки погружу вас немного в контекст.
Бьорн-данс – это действительно часть древних ритуалов. В разных формах его танцевали на свадьбах, перед охотой или в ожидании урожая. Мне удалось найти не так много материалов о нем. Даже в англоязычной диссертации одного норвежца, который изучал образ медведя в культуре Скандинавии, медвежьему танцу посвящено буквально 3 предложения. Но опираясь на доступные видео, можно предположить, что до наших дней дошли 2 варианта. В одном случае это общая пляска, возглавляемая одетым в шкуру медведя артистом. В другом – мужской танец, состоящий из вальсирования, во время которого танцовщики как бы борются друг с другом, ходьбы по кругу, припадания к земле и самое великолепное вот таких вот удивительных поддержек. Мне попадался ролик, где акробатические фигуры пытались повторить нетрезвые шведские подростки, но это скорее исключение. И в первую очередь традиция сохраняется именно благодаря старшему поколению, что, наверное, печально. У нас нет гарантии, что через 30 или 50 лет останутся люди, которые еще смогут этот бьорн-данс танцевать. Если вдруг у вас есть друзья-шведы или вы просто знаете больше, обязательно пишите в комментариях. Взаимодействие человека с животным миром тоже в крайне неожиданном ключе лежит и в основе самоонского танца фаатаупати. Только охота идет уже не на медведя, а на гораздо более опасного и коварного врага – комара. В XIX веке на Райских островах случилось настоящее нашествие этих насекомых. Самоанцы били, а потом кто-то находчивый подумал: а почему бы нам не сочинить об этом танец для потомков? Так и начали мужчины исполнять нехитрые движения, параллельно прихлопывая воображаемых комаров. Прежде чем пробовать, запомните главный секрет. Чтобы на теле не оставалось следов от ударов, надо обмазаться кокосовым маслом с головы до ног. Ситуация с насекомыми нормализовалась. А танец остался. Фаатаупати можно увидеть на праздниках и даже школьных концертах. По торжественным случаям исполняется и ставшая знаменитой благодаря новозеландским спортсменам хака. У коренного народа маори хака была общепринятым приветствием для гостей из другого племени. Или же наоборот, использовалась как воодушевление перед битвой. Очень любопытно, что один танец мог служить кардинально противоположным целям. Как и многие другие виды фольклора, хака была связана с верованиями маори и рассказывала о важных исторических событиях. Создателем танца считался сын бога солнца и богини лета. Когда могучий Танероне танцует для своей матери, содрогается воздух на горизонте. Руки танцовщиков имитируют это дрожание. В 1820 году возникла знаменитая хака Камате, рассказывающая историю воина, который избежал захвата врагами и, наконец, выбрался на свет из своего убежища. Именно эту хаку в 1888 году на матчах с Британией и Австралией впервые исполнили регбисты из команды All Blacks. С тех пор начинать матч с танца стало традицией. Так зачем регбистам хака? Она помогает почувствовать единение, настроиться психологически и запугать соперника. Но главная хитрость в том, что, совершая активные движения, новозеландцы греют мышцы и повышают ритм сердцебиения, подготавливаясь к игре. А соперники в это время просто стоят. Хитро, согласитесь. Испокон веков настоящая маорийская хака исполнялась женщинами и мужчинами. И у женской хаки были свои особенности, о которых расскажу чуть позже. Увы, приплывшие в эти края британцы привезли с собой чопорные патриархальные традиции, по которым женщинам полагалось сидеть дома, потупив взор. И ни при каких условиях не позволять себе таких безобразных проявлений эмоций. Христианские миссионеры вообще крепко взялись за хаку. К счастью, ничего у них не вышло. Если вы посмотрите на хаку женской команды по регби Black Ferns, увидите, что она не в точности такая же, как у All Blacks. Мужчины стоят на согнутых ногах, женщины на прямых и расставленных не так широко. Мужчины показывают язык, женщины поджимают губы и низко-низко опускают уголки рта, как у расстроенного смайлика. Кстати, слова женской хаки были написаны специально для новозеландских регбисток, и они действительно воодушевляющие. Да будет известно, кто эти женщины. Они несут жизненную силу небес и земли. Вы стоите высокие и гордые, сильные женщины. За вами будущее. Когда придет время бороться, поднимайтесь, черные папоротники Новой Зеландии. Мы соберемся и объединимся. Наша сила в единстве. Так тому и быть. Обратим внимание на то, что хака не подразумевает значительных передвижений в пространстве. В плане использования небольшого пространства любопытен и достаточно известный танец дервишей.
Начнем с того, что суфизм – мистическое учение в исламе, основоположником которого считается живший в 13 столетии поэт Руми. Это путь к сущности бытия через духовные практики. И вот практикой кружения занимаются отнюдь не все суфии или дервиши. Это особенность ордена или братства Мевлеви. Его центр находится в турецком городе Конья. Раньше это был монашеский орден в привычном понимании, но сейчас дервиши живут обычной жизнью, работают, заводят семьи. Так в чем же смысл кружения? Оно, кстати, может длиться как пару минут, так и много часов. Руми говорил, что все во Вселенной вращается, и человек во время кружения как бы оказывается в гармонии с вращающимся миром и постигает Бога. Это похоже на медитацию. Дервиш ни о чем не думает, он смотрит глубоко внутрь себя. В этот момент не человек гонится за миром, преследует его, а сам мир притягивается к человеку как к магниту. У церемонии, конечно же, есть четкие правила. Тюрбан из верблюжьей шерсти олицетворяет надгробный камень. Интересно, что прежде чем его надеть, суфии свой тюрбан целуют. В центре зала проходит невидимая линия. Дервиши в черных одеяниях усаживаются на одной половине и замирают как мертвые. Затем они скидывают черное и остаются как бы в белых саванах, символизирующих пробуждение к жизни небесной. Получив благословение старшего, суфии начинают кружение слева направо. Правая рука поднята наверх, левая опущена вниз. Так они берут что-то от Бога и передают людям, становясь проводником между земным и небесным. Обратите внимание на ноги, есть специальная техника поворота. Юбка центрирует, помогает держать ось. Голова же опущена на 25 градусов. Могу предположить, что это тоже как-то облегчает процесс вращения. На вращении построен еще один интересный и странный танец – танец кумпа. Это такое мифологическое существо, которому поклоняется проживающая на территории Сенегала и Гамбии народность. Проще говоря, местное привидение. Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Нет, ну правда, а как без мотора такое вытворять? Кумпа является на деревенский праздник, побуждая жителей совершать добрые дела и не игнорировать обязательства перед сообществом. То есть это еще и социально ответственное привидение. Основа танца кумпа – кружение на бешеной скорости, во время которого танцовщик спрятан за многослойным костюмом. Также у него есть палка, служащая опорой при переворотах и других трюках. Вопросы о реальной сущности кумпа предусмотрительно сделали табуированными. Ни в коем случае нельзя пытаться узнать, кто скрывается под маской, и дотрагиваться до волшебного существа. Что конкретно случается с теми, кто этот запрет нарушает, в источниках не уточняется, вряд ли что-то хорошее. И, наконец, переходим к кульминации, японскому танцу бута. В свое время он так меня поразил, что решила на первом курсе писать то ли реферат, то ли курсовую по философии о связи Будда и дзен-буддизма. У Будда есть некоторые общие черты с многовековыми традициями театра Но. Однако это не народный танец. Его отцы-основатели Тацуми Хиджиката и Кацуо Оно. Любопытно, что второй специализировался на танце модерн, был последователем Мэри Вигман, Эмиля Жак-Далькроза и Рудольфа Лабена. Думаю, это не могло не повлиять и на образ Будда. Как и почему возникло это направление? В 20 веке, когда западная культура стремительно захватывала Японию, часть интеллигенции, протестуя против вестернизации, обратилась к национальным корням. Восприятие телесности, характерное для японцев, отличалось от европейского и американского. Поднятая голова, открытые позиции рук как бы раздвигают пространство и ставят человека в центр мироздания. Японцам такая философия абсолютно чужда. Особенно она нарушает привычные этико-эстетические установки женского танца. В стране восходящего солнца считают, что красота совсем не обязательно связана с совершенством формы. Кроме того, например, балет был призван подчеркнуть, выгодно преподнести пропорции именно европейского телосложения. Японцы в этой парадигме постоянно чувствовали свое несовершенство, несоответствие стандартам. Будда не направлен на зрителей. Во время обучения и репетиций в студии даже занавешиваются зеркала, чтобы убрать оценочность и вообще любые размышления.
Это состояние отсутствия, когда тело никак не контролируется сознанием. Оно может замирать без движения, а может оставлять начатое движение незавершенным. Танцовщик не борется с гравитацией, напротив, смиренно принимает ее как неизбежную данность. Так центр тяжести оказывается внизу. Артист часто ползает, лежит, а движение исходит из глубины тела, пытающегося найти свое место в пространстве. Изначально будто считался мужским танцем. Танцовщики примеряли на себя в том числе и женские образы. Но сейчас женщины могут заниматься будто и выступать. Лично мне это кажется особенно интересным. У нас в культуре красоты и эстетичности ожидают в первую очередь именно от женского танца. А тут происходит столкновение с чем-то конвенционально уродливым, инстинктивно отталкивающим. Попробуйте проанализировать свою реакцию на происходящее, не умные мысли, а именно первую подсознательную реакцию. Что это за чувство? И вообще напишите в комментариях, какой танец произвел на вас самое большое впечатление. И не забудьте поставить этому видео лайк, это очень помогает продвижению канала. Большое спасибо и до скорой встречи!